Сегодня 5 июля, а это Аннаполис, Мэриленд. Вон там видно шпиль Капитолия. Кстати, вот этот Капитолий, который там вдали виднеется, это до сих пор работает. Один из самых древнейших рабочих Капитолиев в мире. Не говоря уж о том, что Аннаполис это и была столица Америки в свое время. Первых 13 штатов. Что еще интересного? Засиделся я там у себя в Марине целый месяц. Я был без моря. И в итоге сегодня, вернее вчера, я понял, что пора посетить северное побережье. Пойти туда на север, выше. Первая точка это Нью-Йорк. Потом как бы Лонг-Айленд, Марта Виньердс, остров Нантакет, который я всегда хотел посетить. Кейп-Код, Бостон. Ну, а там, если время будет, то, может быть, и все побережье Мэйна и даже Новоскотия. Это далеко, кстати, по расстоянию. Еще хочу сказать следующее. Вчера жара была 36, наверное, 38 градусов. И моя инновация, а именно кондиционер, прекрасно работает. Я тут на 3D принтере сделал такой переходничок. Вот тут все так я смонтировал, установил. Два отверстия, она с обоих сторон крепится прям в люк. Как бы сказал Джереми Кларксон, моя гениальность не знает границ. Ветра нет. Сейчас надо подняться туда до Чесапик, Делавар канал, перейти сам канал, спуститься вниз по заливу Делавар, дойти до Кейп Хенлопен и там подождать ветра. Он будет через 3 дня. Путь. Да, как я сказал, сегодня 5 число, а вчера 4 июля, 250 лет Америки, независимости. Здесь был прекрасный салют. Все небо в огнях. Из каждого домика запускали практически. Здорово. Мост сблизи. Ветер был буквально час и кончился. Все. Но дальше канал раздваивается. Налево Балтимор, прямо вверх по заливу, куда я и направляюсь. Я очень люблю наш залив. У меня много прекрасных воспоминаний сейлинга здесь, с предыдущей лодкой. Но вот и начало самого Чесапик Делавар канала. Я тут, поскольку много раз этим каналом пользовался, хорошо знаю его историю. Сейчас расскажу. Ну и, конечно же, надо найти правильное время, чтобы пройти канал как с запада на восток, так и с востока на запад. Вот, например, сейчас 0,7 попутного течения. А будет где-то 2,5 узла. Там чуть попозже. Вот первое, что меня поразило про этот канал, когда я узнал, это в каком году он построен. 1829 год. А построили его для того, чтобы сократить примерно 300 миль для тех кораблей, которые шли из Филадельфии, например, в Балтимор. Стоимость проекта тех денег $2,9 миллиона. 2400 человек в течение года прорыли 14 миль канал. Ну, тогда он был сильно меньше. Тогда глубина была 3 метра, ширина 20. Но это удивительное сооружение тех лет. Второй удивительный факт, что через 100 лет этот канал был продан федеральному правительству за гораздо меньшую сумму, 1,9 миллиона.
Ну, тут, понятное дело, канал пришел в не самое лучшее состояние за 100 лет. Например, вот были деревянные эти локи, регулировать перепады воды. Вот. В общем, канал починили, а еще потом через какое-то время, лет через 50, его расширили. Глубина теперь здесь минимум 10 метров, ширина метров 200. Прикольно. Все мосты высокие, больше 100 фитов, то есть для парусных кораблей с мачтой, как у меня, например, 85 фитов. Легко. Миленько, очень-очень миленько. Решил я вернуться на этот Schaefer Fuel Duck, заправиться. Все-таки 150 литров дизеля долью. И что прикольно, даже несмотря на такое течение, я так очень нежно и аккуратненько причалил. Ну, гораздо лучше. Полный бак. Этот канал до сих пор остается одной из самых главных судоходных артерий. 14 тысяч лодок каждый год. Два самых низких моста и тот железнодорожный. Вот он поднимается и опускается. В 1829 году этот канал строила частная компания, так и называлась, Chesapeake and Delaware Company. Так вот, люди, которые это все строили, а в основном это были как бы ирландские мигранты, пользовались исключительно киркой, лопатой, тачками, осликами. Это просто колоссальный труд. Зашел я вот сюда подождать, когда ослабнет течение встречное. Оно стало почти один узел. Но ветер поднялся. Таким надо пользоваться. То есть мой план перейти как можно ниже по заливу. Ну, куда-нибудь вот сюда, там, не знаю, где-нибудь вот здесь, кстати, Ойстер Коув. Тогда завтра мне останется всего, ну, не знаю, миль 30 до океана. Что у нас тут? Ветер, течение, против течения волна. Но очень близко к ветру, но зато куда надо. В качестве ночной стоянки северный берег залива Делавар, примерно миль 17 от канала. Кончился ветер, как всегда. И так бы я думал, прям может до океана сегодня. Но не важно, здесь будет дивной красоты сегодня вечер. Тихо и спокойно. А завтра дальше. А вот это все к рыболовке. Ну просто как по минному полю практически. Ну чего, они только у берега. Ну их много. Морковка. Очередная стоянка. Почти выход в океан. Океан вот там, за мысом, за этим. Это уже не Джерси. Как красиво. Я единственный кораблик. Сегодня ночь, а завтра план такой. Обойти вот этот мыс, пройти туда и встать с той стороны. Там прекрасный заход с моря. Ну а дальше послезавтра будет попутный ветер. Ну и все-таки июль, ветра-то нету. Ну 12, 13. Хоть послезавтра будет 14 узлов. А это большая роскошь. Утром увидел забавную картину. Огромное количество чаек, они плавают, чего-то ждут. И плавают они еще и там. Их много. Чего они ждут? Моя следующая остановка Кейп Мэй.
Ну, это был там, вот перейти просто вокруг всего мыса сюда 8 миль. А завтра большой переход. Я думаю, ну, минимум Атлантик-Сити, максимум Нью-Йорк. Здесь красиво, здесь прям супер. Я вот сейчас ставлю Генекер на завтра, чтобы красиво вниз по ветру. Ветер будет слабый, ну, 10. Но, я думаю, с большим парусом будет вполне достойная скорость. Ну, а сегодня вечер отдыха. И показываю, что у меня есть. Те, кто знает, поймет. Велкоповицкий козел. Из Чехии. Чешское пиво. Мои англоговорящие подписчики не читали Ярослава Гашика и не знают про этот бренд. В общем, рекомендую почитать «Приключения бравого солдата Швейка». Какой сегодня будет прекрасный день, судя по всему. Давненько я не ставил Геныч. Все как-то то ветер не тот, то еще что-то. Но сегодня вот 10-11 ветер и поднимется до 15-16, ночью 18-20. Ну а пока то, что надо. Скорость 5,5 узлов. 20 часов и я в Нью-Йорке. Не, на самом деле быстрее. Прям идиллия сегодня. Ну да, там 5 узлов не быстро, там 5,5, но зато так комфортно. Но ведь красиво же, а? О, Я думаю, где-то в 3 ночи, то есть через 9 часов я буду в Нью-Йорке. А вот и он. Атлантик-Сити. Наш маленький Лас-Вегас. Я здесь бывал неоднократно, и мне все нравится. И набережная классная, и гулять по ней вечером, и супер ресторанчики, и отели. Все в общем норм. Ветер поднялся, скорость 6. Иногда даже сейчас была 6,5-7. Очень хорошо. Мой прекрасный сейлинг был испорчен прогнозом погоды, который Косгард передал. Через буквально полчаса здесь будет ветер 30 и гром и молния. Ген еще убрал, еще до дождя. И закрыл все. Посмотрим, что будет. Вот где-то в 3 ночи я сюда попал. Последние там часа 4 ветра вообще не было. Но такая мелочь. Вот. Все, Нью-Йорк буквально милях в 10. Там, за поворотом. Прямо на Манхэттене я и встану. Чего мелочиться-то? Так что мой план сегодня отдохнуть, выспаться. И там заправка, залить дизеля. И в путь. Ну, а это не место, а просто идиллия какая-то. Еще буквально там 8 миль с предыдущего. И в Рапу любуйтесь. Atlantic Highlands Yacht Club. Красота. Нью-Йорк вот там вдали. В тумане. Ну, по погоде практически Багамские острова. Приятный прохладный вечер. Удивительное место. Заглянул я сюда залить дизеля и воды. Дизель по 4,96. По сравнению только с Инкейкос 8, например. И это еще был декабрь, январь. А сейчас. Так что штат Нью-Джерси. Прекрасное было место. Ну а сегодня переход в сам Нью-Йорк. Его там даже видно вдалеке. Вот Розана Бридж, за ним, под мостом и туда. А вот это, кстати, Форт Вотсворт.
Старый форт закрывал вход в бухту Нью-Йорка. Вау. Ну, я сделал это. Ура, полюбуйтесь. Здесь, конечно, волна, но это все из-за кораблей, но ночью, я думаю, будет очень спокойно. А завтра переход в Марину, который прямо вон там, прямо на Манхэттене. Да. Классно. Вот никогда не видел Нью-Йорк с воды. И вот первый раз я вижу статую свободы так близко. Найс.